Минфин предложил повысить НДС. Товары и автомобили станут еще дороже. Ни дня без хороших новостей. Вот реально каждый день какая-то фигня, и чем дальше, тем страшнее, как в сказке. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Министерство финансов подготовило законодательные поправки для повышения общей ставки налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта с 20% до 22%. В ведомстве считают, что это необходимо сделать с 1 января следующего года. Льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров, продукты питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и других, сообщила пресс-служба ведомства. Повышение НДС позволит пополнить федеральный бюджет дополнительными средствами, которые можно направить на оборону и безопасность. От себя добавим, что рост ставки неизбежно спровоцирует подорожание широкого спектра товаров, в том числе автомобилей и запчастей. Предлагаю ввести налог на разработку новых поправок. Сами инфляцию разжигают, а затем героически с ней борются, снижая темпы экономики. Цирк какой-то. По итогам этого года в России продали 773 тысячи новых автомобилей, но более половины из них это залежалые экземпляры 2023-2024 годов. По данным главы Автостата Сергея Целикова, 487 тысяч проданных в этом году новых машин были выпущены в прошлом или позапрошлом году. Их доля на авторынке составила 63%. Такая картина обусловлена прежде всего тем, что в предыдущие 2 года дистрибьюторы и импортеры завозили в Россию избыточное количество автомобилей. Никто не ожидал, что в этом году российский авторынок глубоко упадет. Поэтому зависшие на складах машины стали продавать с большими скидками, которые привлекли клиентов. Остаток залежалых автомобилей на складах у дилеров и дистрибьюторов не очень большой, около 100 тысяч, сообщает Целиков. От месяца к месяцу доля продаж свежих машин этого года неуклонно растет. В прошлом месяце она превысила 60%, но прошлогодние автомобили распроданы и еще не все, отмечает глава Автостата. Средства, полученные от уплаты утилизационного сбора, являются доходом федерального бюджета, сообщила пресс-служба Минпромторга. Средства из него идут в том числе на финансирование программ социально-экономического развития нашей страны, а также программ государственной поддержки промышленных предприятий и задач по реализации национальных проектов технологического лидерства, связанных с промышленным обеспечением транспортной мобильности, развитием отечественного станкостроения и робототехники, микроэлектроники, новых материалов и химии и ряда других направлений, рассказали в ведомстве. Правила расчета утилизационного сбора в России могут измениться уже в ноябре этого года. С соответствующей инициативой выступил Минпромторг. Ведомство предложило привязать утилизбор к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. В проекте постановления Минпромторга указаны предварительные коэффициенты для подсчета финальной суммы. Мы решили воспользоваться этой схемой и выяснить, как могут измениться цены на машины уже этой осенью. Плюс 2 миллиона за Toyota и BMW. В первую очередь новый утильсбор отразится на стоимости автомобилей, которые привозят в Россию под заказ покупателя. Эти машины оформляют на физическое лицо, и поэтому на них сейчас действует льготный утильсбор, хотя привозить их могут и по заказу дилера. Как объяснил директор департамента продаж новых автомобилей компании Рольф Николай Иванов, чаще всего мощность таких автомобилей превышает 160 лошадиных сил, поэтому цены на них вырастут примерно на 20%. Вот, к примеру, как может измениться утилизационный сбор на самые популярные параллельные автомобили уже с 1 ноября. Toyota RAV4 2,5 литра, 205 лошадиных сил, плюс 1 миллион 966 тысяч рублей. BMW X5 3 литра, 352 лошадиные силы, плюс 2 миллиона 350 тысяч рублей. Geely Manjaro 2 литра, 238 лошадиных сил, плюс 850 тысяч рублей. Hyundai Palisade 2,5 литра, 281 лошадиная сила, плюс 2 миллиона 200 тысяч рублей. Volkswagen Tiguan 2 литра, 220 лошадиных сил, плюс
плюс 790 тысяч рублей. Шкода Кодиак 2 литра 190 лошадиных сил, плюс 750 тысяч рублей. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет АвтоАзия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. АвтоАзия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в АвтоАзию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Осенью цены вырастут на 3 миллиона рублей за Lexan. В свою очередь генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский уверен, что реформа расчета утилизационного сбора сразу ударит по гибридам и электрокарам, поставляемым на наш рынок по альтернативным каналам. Дело в том, что они почти все попадают под максимальный коэффициент 152, который может начать действовать на такие машины. Мы провели предварительные расчеты нового утиль-сбора для последовательных гибридов и электрокаров. Lexan L7 1,5 литра 449 лошадиных сил, плюс 3 миллиона 36 тысяч рублей. Aita M8 1,5 литра 533 лошадиные силы, 3 миллиона 36 тысяч рублей. Tesla Model Y 450 лошадиных сил, плюс 3 миллиона 36 тысяч рублей. Плюс 1,5 миллиона за трехлетний Manjaro. Также подорожание коснется подержанных автомобилей, которые активно завозят в нашу страну небольшие фирмы и крупные дилерские центры. Предварительные расчеты на трехлетние автомобили по нашей просьбе составил эксперт по покупке и доставке автомобилей из Германии. BMW X3 20D плюс 1 миллион 244 тысячи рублей. Geely Manjaro 2.0 плюс 1 миллион 400 тысяч рублей. Volkswagen Golf R плюс 1 миллион 836 тысяч рублей. Mercedes-Benz C63 AMG плюс 3 миллиона 200 тысяч рублей к цене. BMW X5 30D плюс 3 миллиона 142 тысячи рублей. BMW X5 40D плюс 3 миллиона 300 тысяч рублей. Outlander за 7 миллионов и Land Cruiser за 15 миллионов. Если инициатива Минпромторга в итоге не найдет своей реализации 1 ноября, цены на автомобили в России все равно будут со временем расти. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что в любом случае утиль-сбор ежегодно будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого года вплоть до 2030 года. По его расчетам, стоимость популярных автомобилей в России будет меняться следующим образом. С 1 января 2026 года Toyota Camry 2.5 будет стоить от 6,5 миллионов рублей, а с 1 января 2030 года уже 7,5 миллиона рублей. Toyota Land Cruiser 300 обойдется с 1 января 2026 года в 13 миллионов 300 тысяч рублей. В 2030 году уже минимум в 15 миллионов. Mitsubishi Outlander с 1 января 2026 года обойдется физическому лицу в 6 миллионов рублей, а в 2030 году уже 7 миллионов. Zikr 001 будет стоить более 10 миллионов рублей с 1 января 2026 года. С 1 января 2030 года более 11,5 миллионов рублей. Напишите в комментариях, как вам повышение НДС. Отличная новость, ведь нам деньги и так девать некуда. Ну и обещанная мною шутка. Страна возвращается к плановой экономике. Но есть один нюанс. Пока из всей экономики планово будут лишь повышать налоги. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы
вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.